Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня у нас похолодало, пасмурно, как видите. Утром был очень сильный дождик, ну а сейчас вот вроде как кажется спокойненько, но был ветер сильный, он периодически возвращается. Мне вообще-то нужно выйти получить заказ. Заказала себе там кое-что из косметики на Вайлдберрис, но не знаю, выйду сегодня или не выйду. В принципе, могу спокойно подождать и до завтра. Сегодня по дому всякие дела. Что касается расписания выхода видео, на самом деле я снимаю видео ежедневно, постепенно монтирую, конечно же, даже загружаю, но выкладываю я ролики по мере того, как они набирают просмотр. Вот, то есть каждый день мне пока нет смысла. Я могу выкладывать ролики каждый день, но мне пока нет смысла, потому что иногда бывает ролик прям моментально набирает хорошо просмотры, а бывает медленно. Вот. А я как бы не хочу, хотя на самом деле все ролики рано или поздно доберут какое-то, да, нужное мне количество просмотров, но мне выгодно, чтобы всегда последний ролик и с нормальной был статистикой. Поэтому, в принципе, все зависит только от ваших просмотров. Смотрите, рекомендуйте мои видео своим друзьям, делайте репосты, ну и так далее. Я покупала в Питер на дачу кислородный отбеливатель от Brand Free. Кстати, да, я за свои деньги все покупала. Вот у меня здесь, да, и немножко осталось. Я взяла в Москву здесь попробовать, но потом я буду покупать какой-нибудь другой подешевле. Я уже рассказывала, почему я купила Brand Free, хотя есть еще и Ziclin. Но я просто руководствовалась разными отзывами блогеров и купила Brand Free. Свое мнение я уже сказала по этому поводу, но я именно его выбрала, а не более дешевый, для того, чтобы если мне что-то не понравится, вот у меня кофеварка работает, моя любимая, так вот, если мне что-то не понравится, то, соответственно, я точно понимала, что это непосредственно отбеливатель, а не потому, что он, да, более дешевый. Вот. Но так как я уже попробовала более дорогой, теперь можно попробовать более дешевый. Ладно. Короче, вот здесь вот у меня образовалось вот такое потемнение. Ну, это, знаете, с того времени, когда мне еще было лень для того, чтобы что-то разогреть, переливать в другую кастрюльку. Вот, сейчас я, конечно, так не делаю. И, в общем, я хочу попробовать вот на данной кастрюльке. В принципе, чтобы здесь-то с этой стороны я потом все это устраню. Сейчас я хочу сюда добавить средство, причем я уже сразу буду кипятить, а не просто кипятком заливать. И, возможно, положу что-то сюда. Либо, вот белую футболку, я очень сомневаюсь, стоит ли ее сюда класть или нет. Ну, может быть, какие-то тряпочки, хотя вроде кухонные тряпочки у меня более-менее все нормальные. Ладно, сейчас я решу. Может быть, какие-то столовые приборы, именно маленькие ложечки там положу, наверное. В дополнение кастрюльки будет у меня вот такая футболка, потому что тут воротник, ну, я просто по пару дней ее потаскала, но она еще как-то пожелтела. Вот, и, короче, я хочу ее освежить, но, правда, здесь вот эти надписи, ну, тут, понимаете, такой вариант, что либо я же ее не буду, если ее просто постираю, она не будет идеально белой. Соответственно, я в ней уже не смогу ходить на улицу, только дома. Вот, поэтому, ну, пожертвую я этими штучками, посмотрим, не знаю. Хотя, ладно, короче. Вот, и носочки. Это я тоже вот, они новенькие, но я в них прошлась только по асфальту. Результат. Могу сказать, что я вот здесь вот прокипятила носочки, ну и заодно, соответственно, помыла кастрюльку. Мне очень понравилось, потому что, ну, конкретно здесь все отошло, потому что обычно я справляюсь либо антиржавчиной, либо антижиром.
Но вот с этим они не справились, потому что именно вот, не знаю, видимо, такой характер был, вот потемнение, это даже не загрязнение скорее было, но тут все отлично. А с этой стороны я буду чуть позже, уже в ведерко положу и тоже очищу. Ну, в общем, я результатом довольна, потому что мне эта кастрюлька нравится, а я так думала, что мне придется ее менять. Что касается носочков, ну, надо теперь их постирать в машинке. И, кстати говоря, оставшейся водой я взяла зубную щетку и помыла кроссовки 3 пары, вот белую подошву. Вот я была потрясена, но это действительно хорошо отошло. Положила футболку и приходится снимать с огня, и кастрюльку вот так вот ставлю, потому что иначе все это на плиту выльется. Футболку я успешно отбелила, потому что на ней не было никаких пятен, именно что только такая желтизна после нескольких стирок. Ну, я просто вещи в основном-то ношу аккуратно. Я вообще очень не люблю, когда как-то получается, что там пятно посадишь. Меня это очень бесит, честно говоря. Ну, с другой стороны, тут с этим ничего не поделаешь, но в целом я говорю, что в основном вещи мне служат долго, и я к ним как-то аккуратно отношусь. Получилось, что я даже прокипятила ее немножко, вот с Brand Free. Но она не перекосилась, то есть она не потеряла свой вид, не села, ничего с ней такого не было. И она абсолютно точно вот стала беленькой такой, как я люблю. Но я ее не стала стирать в машинке, я ее просто прополоскала, потому что у меня нет белых вещей больше. И, ну, короче говоря, не буду ж я машинку из одной белой вещи гонять, поэтому так. В данном случае я результатом довольна. Перед Новым годом я и потом еще после праздников много чего перемывала очень активно, и посуду, и вообще. Но потом я сказала, что вот ложки, вилки, всякую такую утварь буду мыть чуть позже. Вот сейчас проверим. На сегодня я наразвлекалась. Я вообще знала заранее, что алюминиевые и, по-моему, деревянные еще какие-то изделия нельзя с этим средством мыть. Но я целенаправленно помыла. Да, конечно, потемнело, но ничего страшного. Зато чисто. И вот деревянную ручку я ее буду переделывать. Ну, в смысле, с ней все в порядке, то есть она останется, но я ее зашкурю, там покрою лаком, покрашу и тому подобное. Вот, а так вот ложечки все стали такими беленькими, за исключением вот этой какой-то дешманской, я не знаю, может, я ее выброшу. Но это кофе давалось на Нескафе когда-то. Я вообще сама всегда пользуюсь вот этими ложками, они мне очень нравятся. Вот, они прям такими стали светленькими. Хотя, я не знаю, здесь, мне кажется, может быть, и цвет немножко исчез. Возможно. А может, и просто они были такие потемневшие, а изначально такие. Вот это только не отошла. Ну, видимо, это либо какая-то дешевка, либо еще что-то. Посмотрим. Что меня очень порадовало, это вот терка, которую я ежедневно использую. Морковку тру. И ни антижиром, ни антиржавчиной, ничем не сходил этот морковный пигмент. А тут просто вообще отлично. Ну и вот эти вот все части, которые пачкаются, тоже все отошло. Сито. Ну, сито стало просто светлее. Я не скажу, что оно было какое-то грязное, но в общем, тоже хорошо. И сейчас я там еще полотенце и пару тряпочек закину и прихватки. Из чего вот эти ложки, я не знаю. Вообще вот эти точно современные. Это когда я раньше, приезжая в Питер, у нас с мужем был номер в гостинице, вот, постоянно. Ну, там все это, конечно, было и так далее. Но мне было комфортно, чтобы у нас еще в номере всегда была посуда, тому подобное. Поэтому вот эти я в каком-то магазине покупала. Вот эти. Ну и потом взяла в Москву. Хотя у мужа там дома тоже
полно всякой всякости из гостиницы. Я помню, на 14 февраля у нас такие парные чашки были с сердечками, они сейчас как подсвечники используются. Еще там куча всякой посуды. Как-то так. Ходила в пятерочку, купила сахар, кефир, как всегда, 1%, муку. И еще купила туалетную бумагу и какао-порошок, вот этот золотой ярлык. И забрала свой заказ, помаду от Ювенион. Еще не открывала. Сейчас буду все снова складывать в этом комоде. И потом положу стиранное. Постирала белье. Сейчас все повешу. Тут одежда, всякие футболки. Я еще одну, кстати, футболочку с Brand Free чуть-чуть прокипятила. Тоже удивилась, ничего с ней не было. Но это две очень качественные футболки. Так, ну и уже другой день. Белье, то, что высохло, я снимаю. Майка действительно беленькая. Конечно, это радует. И на этой футболке все отошло. То, что требовалось. Я просто очень-очень люблю эту футболку. Поэтому рада. Так, а вот это не высохло еще. Ну, через часик-другой все высохнет. Полотенце хорошо отошло, вот эти тряпочки. Прям отлично. Но опять же, все с кипячением, а не просто так залить кипятком. А у нас вот так, ну где-то вот там, на площадках что-то случилось. Полиция. Наша любимая с мужем аллея, Владимирка. Ну, особенно я ее люблю, ну и муж тоже ему нравится. Вот. У нас тут 3 любимые. Вот это первая аллейка с Саянской улицы. И потом туда поворот на Измайлова, нам очень нравится. Но я думаю, что когда муж приедет, я ему покажу еще одну аллейку, с которой я сейчас вхожу и выхожу, потому что, ну, ближе на полчаса. Вот, я думаю, ему тоже понравится. Но здесь, в принципе, смотрите, как круто. Просто вообще. Ездили с подружкой по магазинам, и я купила себе в Зенден кроссовки. Кстати, когда я домой пришла, я даже немножко пожалела, потому что почитала, что осенью откроется, скорее всего, Декатлон. Но это не факт, конечно, но может открыться. Но, с другой стороны, ладно, куплю там еще себе. В чем проблема? В общем, кроссовки я, конечно, хотела мятные себе, но купила вот такие фиолетовые. Они, ну, очень красивый цвет на самом деле. Вот. И, ну, внешне они, конечно, чуть-чуть похожи на мои декатлоновские, только они мятные, и, конечно, эти уже убитые. Их надо, и, кстати, надо постирать. У меня 2 пары, как вы знаете, то есть одни я, допустим, стираю, другие ношу. Мне они очень нравятся, вот, потому что, ну, во-первых, это все-таки Декатлон, это качество, и одни кроссовки, по-моему, вот эта пара, они у меня уже 6 лет, я их постоянно в машинке стираю и так далее, а вторые... вот эти вот. Эти, собственно, я на дачу брала, потому что они совсем грязные. Так что буду стирать. Ну вот, и вот эти вот 5 лет у меня. Ну, качество, я уже могу сказать, конечно же, не сравнится, потому что, ну, вообще они беговые, но я бегом уже давно не занимаюсь, потому что у меня с коленом проблема. Но тут вот мне даже пришлось по прямому назначению их использовать. Я там со своими ученицами маленькими бегала. Я могу сказать, что они потрясающие. Это действительно вот кайф в них бегать. И у меня даже колено после не болело. Я
в восторге в полном. Ну и просто для ходьбы они идеальны. Я в них и по 30 километров прохожу, и там у меня максимум был 32 километра, но, короче, ноги в них не устают. Никаких проблем нет. Кстати, я здесь вот как раз отмыла подошву этим средством от Brand Free, перкарбонатом. Ну так вот, я их купила и решила, что пойду-ка я пройдусь. Прошлась я в итоге около 10 километров по парку вечером. Ну, знаете, что могу сказать? Конечно, есть в них и плюс, потому что в Zenden обувь, в принципе, качественная. Вот. Плюс это то, что, как и эти, вот за много лет, как видите, кожа нигде не потрескалась, вообще как новенькая. Они вообще идеальны, понимаете? Вот что значит качество. Ну и, в принципе, здесь, по крайней мере, с первого раза ничего не произошло, потому что я приобрела вот такие ботинки как-то, и вот то, что с ними случилось, это 10 минут ходьбы до метро один раз. Все вот. А с этими, слава богу, такого нет, но, правда, вот видите, такие, как полосочки. Вот при ходьбе, когда вот так натягивается, это видно. Я не знаю, все-таки, значит, уже обувь не идеальна, но материал, наверное, качественный, по крайней мере, да, вот с первого раза ничего такого не случилось. Но, собственно, как правило, здесь и проблем не бывает, потому что вот это сочетание, допустим, кожзама и сеточки, там все в порядке. Ну, есть у них минус такой существенный. Вообще для меня, что касается по размеру, у меня вообще 37,5, но таких половинок там нет, 37 был на витрине, я померила. Ну, знаете, если бы я ездила на машине, да, постоянно там, да, то, конечно, можно было бы взять. Но для ходьбы это не подойдет, 38-го не было, взяла 39-й. Конечно, мне велико. Но не критично, ладно, нормально. Подошва вроде бы с этими не сказать, что как-то очень похожа, но криминала не вижу. Зато, смотрите, в них были вот эти стельки. И я их сняла после прогулки. Объясню почему. Они, конечно, такие мягкие, классные, но, видите, они даже не приклеены, потому что, видимо, были прецеденты или я не знаю что. В общем, вот в этой части, особенно правую ногу, я натерла, потому что вот эта часть не прилегала как следует к обуви, как должно быть. Поэтому я натерла вот тут довольно сильно, поэтому я их сразу выложила. В общем, такие дела. Буду ждать открытия Декатлона, и уже тогда оторвусь, потому что декатлоновская обувь это супер. Вот у меня там еще стоят зимние ботинки, они очень классные, я также в них много хожу, они служат по нескольку лет, стоят своих денег, хотя вообще Декатлон магазин-то относительно бюджетный, как мне кажется. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всякие ссылки будут под видео. Проходите, смотрите. Я благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. И до скорой встречи. Всем пока-пока.